Привет! Я Ксюша Чеховская, продюсер и куратор. А еще я веду телеграм-канал «Мотылек» для медиа-арт-энтузиастов и всех, кого привлекает свет. Кто же они такие, медиахудожники? Как строится их работа и как они создают эти сложные технологичные объекты? Чтобы рассказать об этом, я взяла интервью у молодого, но очень перспективного коллектива Media Tribe. Они уже стали постоянными участниками и российских, и даже зарубежных фестивалей и выставок, посвященных медиаискусству, о чем я их тоже расспрошу. Съемка проходила несколько месяцев назад в 3 городах. Первая локация — Стамбул. Это то, где я нахожусь сейчас. Сюда Саша Коджи и Алиса Давыдова приезжали из Нью-Йорка. Это было в марте. И тогда мы вместе готовились к фестивалю «Интервалс». Я как организатор, они как артисты-участники. Затем мы встретились непосредственно на монтаже «Интервалс» в апреле в Нижнем Новгороде. И уже после фестиваля отдельно мы поговорили с Сашей Медведевым в Санкт-Петербурге. Мы немного порефлексировали в том числе о фестивале, потому что не все прошло гладко, и хотелось показать, как это бывает и как артисты с этим справляются. Материала получилось много, но я надеюсь, что он будет интересным, и желаю вам приятного просмотра. Обязательно каждый раз повышать планку. Мы можем ее просто втаптывать вниз. Какой-то прекрасный солнечный день, он приходит, такой: я придумал инсталляцию, у нас будут кресты. Раздвоение личности не заработало. Возможно, оно просто всегда было. В какой-то момент картинка посыпалась. Действительно ли ты хочешь потратить такой большой весомый участок своей жизни, чтобы воплотить чужую идею, а не свою? Это все не проканает, мне кажется, в медиа-среде, что я художник, я так чувствую до конца. Случаются у тебя моменты, когда нужно побороться с синдромом самозванца? Привет, ребят! Мы с вами встречаемся в Стамбуле, а вообще вы живете на Бали. Расскажите, пожалуйста, откуда вы только что приехали и в чем была вообще цель вашего мега-трипа? Привет. Привет. Да, мы жили 2 года на Бали, и когда живешь 2 года на Бали, то все дни, они превращаются в единую рутину, каждый день одно и то же, одинаковая погода. Одинаковый океан. Одинаковое солнце. Все доброжелательные, прекрасно, все вокруг прекрасно. Настолько все хорошо, что тебя начинает этого тошнить, и ты просто перестаешь верить в происходящее. Ну и, наверное, сложно работать в такой атмосфере. Ну Да, очень. Да, и в последние полгода мы поймали себя на том, что мы на Бали живем максимум месяца 1,5-2, и сразу же куда-то улетаем минимум на месяц. Это или проекты, или какие-то путешествия. И так получилось, что за последний год мы прям проехали почти весь мир, наверное, можно так сказать. Мы, наверное, только в Африке не были. Южная Америка. И Южной Америке. Ну ладно, тогда это не весь мир. Антарктида. И какое место больше всего? Мы выбрали Париж и Нью-Йорк. Мы решили, что не нужно выбирать что-то одно. И возможно, что мы будем жить между Парижем и Нью-Йорком. Ну а как вообще живется в таком режиме, когда нужно постоянно переезжать, разные часовые пояса, куча вещей с собой? Потому что в Инстаграме, понятно, за вами очень интересно и красиво следить, когда там сторис, я на Манхэттене, ой, я в Париже, я в самолете, а в жизни же это совсем, наверное, по-другому, при том, что нужно еще работать, как-то там рутину свою соблюдать. Это интересный путь, потому что на текущий момент наша жизнь помещается в 4 чемодана, которые мы возим с собой. Мы привыкли, на самом деле, перемещаться, но очень хочется забазироваться, потому что у нас был разброс за последний месяц от +5 к Москве до -8 к Москве, и организм немножко в шоке от этого всего. Все очень красиво выглядит, как будто вы какие-то дети богатых родителей. Откуда вы вообще сами изначально, откуда ваши корни? Расскажите, если можете, немного про свою семью. Связаны ли они как-то с творчеством? Мы родом из Архангельска оба. У меня семья родом из деревень архангельских. Мама врач,
Папа снимал видеограф сейчас. Тогда я не знаю, как называлась профессия. Оператор, наверное. Да, как-то так. Работал на телевидении. Я как-то случайно попала в творчество, потому что у меня мама изначально была учителем русского языка и литературы, папа тоже историк, и я как-то погрузилась в творчество. У меня практически не очень творческая семья, но, мне кажется, я с 14 занимаюсь там музыкой, фотографией, дизайном, люблю все визуальные искусства. Ну, Вот. ты еще музыкой на скрипке ты играешь. Да, у меня бабушка преподаватель по скрипке, и у меня было выбрано направление за меня. Я не жалею, но это интересный опыт. Мы с Алисой уже, на самом деле, очень давно знакомы. Мне кажется, лет 10-15. Такой разброс. 11. 11 все же. Вот, и мы, когда познакомились, мы начали делать свой первый проект. Это был FreezeLight. Мы сфотографировали застывший свет на долгую выдержку. То есть мы паяли всякие световые приборы и ими рисовали перед камерой. Саша паял, я фотографировал. А вы чем вообще занимались до того, как стать медиахудожником? Я занимался дизайном, типографикой и каллиграфией. У меня первое образование, я бакалавр прикладной информатики, и занималась очень долгое время дизайном, фотографией. У вас же в коллективе трое. У вас есть еще Саша Медведев. Как вы вообще с ним познакомились и когда? Вообще совершенно случайно. Мы с ним до этого соприкасались там один раз и решили позвать его к нам в команду, чтобы он сделал саунд-дизайн для работы. Мы делали мэппинг, кстати, с каллиграфией на здание СКК в Петербурге. Он вначале отказался, но потом все-таки мы его убедили, или я не помню, что произошло, но в итоге мы сделали очень классную работу и поняли то, что нам очень комфортно всем вместе работать. В итоге сколько лет уже вместе работаете? 5 лет было в прошлом году, получается 5,5. Привет, Саш. Привет. Мы встречаемся с тобой в Петербурге. Это город, в котором ты живешь и в котором ты познакомился с Сашей и Алисой. На тот момент ведь уже в Петербурге, мне кажется, было такое насыщенное медиа-арт-комьюнити. Не знаю, согласен ты с Я бы этим не или нет? сказал, на самом деле, что насыщенные. Были 404 Zero и Тундра, и на фоне этого всего мало мне что нравилось, на самом деле. Мне казалось, что это какая-то очень такая вещь самоценная в себе, все это медиа-движуха, что очень много какой-то самодеятельности. И я, общаясь с всякими художниками, понимал, что вряд ли у нас что-то получится, хотя многие постоянно коллаборируют между друг другом и как-то взаимодействуют. Но когда я с Сашей и Алисой познакомился, я понял, что ребята шарят, что у них есть какой-то свой вкус, понимание того, как все можно сделать, что они такие довольно ответственные ребята и что они умеют, могут. Ты ведь тоже из Архангельска. Да. А почему ты вообще принял когда-то решение переехать в Петербург? Потому что все как-то в своем городе все разъехались в определенный момент. Круг общения очень сильно сузился. И как раз когда в тот момент я уже собирался заниматься виджеингом, какой-то мультимедиа историей, я понимал, что в Архангельске для меня, наверное, нет никаких площадок для работы, для деятельности. В итоге сейчас ты выбрал Петербург как своим городом, то есть у тебя был опыт, когда ты попробовал в эмиграцию, но ты вернулся. Да, я 2 года провел в эмиграции практически, с небольшими возвращениями, ненадолго. Какие-то там дела разрулить, пообщаться там с родней, с друзьями. Но в целом я сейчас себя довольно неплохо чувствую в Петербурге, потому что здесь все мои близкие. То есть и родственники не так далеко, то есть я могу к ним съездить. Но за 2 года в эмиграции я как-то начал себя чувствовать не очень комфортно в какой-то момент. То есть я в один из дней сидел в Бангкоке, просто понимал, что у меня вообще нет знакомых, друзей, никого в этом городе. Я просто как из фильма «Трудности в переводе», где он сидит на краю от кровати, такой вот в Токио. Вот так я себя ощущал примерно.
И я просто там буквально 2 днями купил билет в Петербург обратно и полетел. Расскажи, какой у тебя был бэкграунд, когда ты вообще попал в медиа-арт-сферу и познакомился с ребятами? Изначально я из музыкальной какой-то движухи был. Из ребят таких, которые там хардкор, панк-рок, скрима и прочая история. Но сами мы играли типа с моими друзьями такую музыку более танцевальную, но с вкраплениями вот этой всей какой-то такой протестной штуки, такой типа эпатажной и нойзовой. То есть это были какие-то такие эмоциональные качели, то есть танцевальная составляющая, потом какой-то хаос, потом опять танцевальная составляющая. Это какие года были примерно? Ой, я тебе не скажу, но это где-то 10-й год, 9-й. И потом, когда я уже подустал от музыки, я уже приходил потихоньку в диджеинг Угу. и занимался диджеингом какое-то время уже. И потом меня позвали ребята из фестиваля «Инверсия» на лабораторию, не знаю, как правильно сказать, не на лабораторию, а, наверное, в резиденцию Угу. в Волонец, как музыканта. И там я познакомился с ребятами, организаторами фестиваля «Инверсия». Потом уже в дальнейшем, они узнали, что я занимаюсь вот диджеингом, они меня позвали туда на фестиваль к ним. Угу. И я увидел какой-то такой уровень, который меня устраивал. То есть это фестиваль, который выглядел круто, реально круто, по сравнению, ничего подобного в Питере, в Москве я вообще не видел. Угу. Потом дальше как раз эти же ребята меня позвали когда-то в Финляндию по какой-то там программе, чтобы я что-то сделал. Там я презентовал свой Авалайф первый раз в жизни, и они меня уже позвали на инверсию. И, наверное, вот с того момента я уже начал себя считать каким-то уже медиахудожником, чем музыкантом. Бывает такой обратной стороны, что очень сложно объяснить, чем ты занимаешься, если ты не можешь это включить, показать. Очень сложно. И люди, когда спрашивают, я обычно говорю, что я в мультимедиа занимаюсь дизайном. Чтобы не было вопросов, да? Ну Какое-то да, понятное да. слово. В Архангельске понимают твои родственники, что ты делаешь? Ну, родственники мои до сих пор не понимают, потому что мои родственники вообще не принимают то, что я делаю, потому что у меня финансовое образование, и я проработал по образованию всего год. И для них это какая-то, конечно, типа очень странная история, что занимается каким-то... Парень сбился с пути. Да, сбился с пути, а такая хорошая работа у него была, работал в инвестиционной компании, и хорошие деньги зарабатывал, а сейчас вот какой-то фигней страдает. У меня в семье все по-разному относятся. У меня папа, так как он работал оператором, он снимал свадьбы, и он к этому всему относится как к свадебному свету. Ты знаешь, лазер, это я все видел, что ты мне показываешь? Выставка, да чего я там у вас не видел? Вот так вот. Моя мама ездит на все инсталляции, которые мы выставляем в России, то есть она в России видела больше работ, чем я сам. Бабушка смотрит каждое видео, которое мы выкладываем, и комментирует. И пишет рецензии. Там, по-моему, еще на Норе была какая-то история смешная с этим. Да. Моя бабушка своей подруги, а у меня бабушка очень продвинутая, когда я показал ей скайп, она нашла там всех своих подруг, и они созваниваются постоянно, что-то там обсуждают, и вот она попросила своих подруг поддержать нашу инсталляцию на Норе, и они там написали комментариев про то, что Людмила, твой внучок, как хорошо ты его воспитала, и вот это вот все. И это, конечно, и самый был челлендж рассказать как-то через бабушку другой бабушке, где, на какую кнопку нажать, чтобы удалить комментарий, и как найти вообще этот комментарий. То есть, ну, это очень приятная история. Это очень мило. Да. В итоге у тебя сейчас какая роль в команде? Ну, основной мой hard skill — это звук, конечно. Я им занимаюсь уже давно, и я понимаю, что делаю. Но также я участвую в производстве контента. То есть у нас такая система, что, как бы объяснить, что вот то, что мы производим, мы иногда можем и без звука сделать, потому что я понимаю, как это будет звучать. Потому что если мы накидываем какие-то идеи, я их вижу, как они работают, и я уже могу представлять, как это можно развивать с точки зрения какой-то там уже режиссуры вместе со звуком. Ну, то есть это все происходит, конечно, у меня в голове, я тебе не смогу объяснить, как это конкретно, но я могу уже как-то это все понимать в дальнейшем, как это будет.
То есть, получается, сначала визуал, а потом уже... Не всегда. Это всегда такая история, что Можно мы и так, и так. отталкиваемся, да, таким пинг-понгом, что мы можем где-то от звука начать, где-то начать с визуала, но все равно, учитывая, что я всегда в этом участвую, я уже понимаю, как это все будет плюс-минус, какой общий будет у этого вектор. У нас получается такое идеальное распределение зон, что Саша придумывает концепты и делает креативное программирование. Саша Каджо. Да. Каджо. Мы разговаривали, да, то, что я короткую фамилию обычно псевдоним. Да. Я занимаюсь всем продакшеном, и Саша Медведев делает саунд-дизайн и также делает visuals. Когда два человека занимаются аудиовизуальной инсталляцией, это очень эзотерический коннекшн, когда у вас должен быть свой язык, когда вы понимаете просто какие-то звуки, и вы понимаете прекрасно, что нужно в этот момент делать. И я программирую свет и придумываю композиции. Саша делает звук, и также он отвечает за динамику, потому что мне кажется, что Tribe — это как раз что-то бленд жесткого саунда, мощной динамики и минималистичных световых композиций. Вот как раз вот где здесь она находится. А кто ведет из вас социальные сети? Я составляю визуал и в целом делаю большую часть. Саша помогает с текстами, и Саша Медведев делает саунд и иногда монтирует. А все вот эти паблики, которые в частности Presence репостили активно, они все это делали по своей инициативе? Да, мы даже не просили. То есть у вас никогда не было опыта, что вы пишете какому-то паблику, не знаю, платите ему денег, и за это вас репостят? Мы пару раз в Фактмагу писали, то что ребята, у нас новая инсталляция, они такие: спасибо, сейчас запостим. Мы ни разу не платили за публикации в Инстаграме. И я узнавала ценник, потому что мне было интересно, как продвигать Сашу, потому что понятно, как продвигать Tribe, а у Саши сейчас новый Инстаграм-аккаунт, который он тоже переформатирует как художественный. И я писала там нескольким пабликам, что привет, есть еще Саша. И нам только один из них выставил, по-моему, ценник. И то после этого они такие: ну, вообще, мы подписались, классные работы, и запостили себе через месяц. Было приятно. Бывают ли у вас какие-то вообще конфликты в команде, связанные с тем, что кто-то заходит на чужую аудиторию? Например, кто-то начинает комментировать чужую работу, или кто-то начинает считать то, что он тут один все делает, а все остальные отдыхают? У нас бывают конфликты, мне кажется, это тоже такая почва для роста в команде. И они обычно чаще происходят, когда вот на смешении интересов. Например, у нас были серьезные конфликты с выкладыванием рилсов в Инстаграм, потому что есть, условно, мое видение, есть видение Саши, есть видение другого Саши, и нам нужно это все замиксовать. И у нас было такое, что у нас было очень много итераций на какое-то одно простое действие, потому что оно важно для репутации, потому что вот наши рилсы, вот их все видят. И хочется, чтобы все были довольны, поэтому бывает, но они все решаются. Я очень часто упираюсь, что я не могу объяснить вам, почему надо сделать так, просто я так чувствую нахрен, и все. Я как бы не могу вам тезисно и подробно это объяснить. Аргументировать. Да. Это такие около метафизические категории, и понятно, что человеку на другой стороне это трудно принять. А расскажи, как у вас происходит взаимодействие в команде с точки зрения того, что вы живете в разных странах и очень редко, по сути, встречаетесь. Есть ли какие-то проблемы, связанные с этим? Ну, тут проблема, наверное, основная, что очень сильно замедляется процесс производства, потому что он у нас довольно налаженный, и мы, в принципе, можем очень много что сделать, даже удаленно. То есть в этом не такая большая проблема, но когда мы работаем вместе, мы работаем просто раз в 10 быстрее, конечно же, когда мы вот прям два компа ставим рядом и начинаем просто накидывать.
Ну и тут такой момент, что у нас пайплайн немножко отличается от других художников, что у нас там свои плагины собственные, которые помогают нам работать именно в нашем формате быстрее. Поэтому нам полегче, наверное, чем некоторым. Ну, а чисто морально нет ощущения какой-то удаленности? Морально, конечно, есть ощущение удаленности, потому что ты не можешь сразу получить фидбэк по тому, что ты делаешь. Потому что, когда мы работаем вместе, мы сразу можем, типа, так, стоп, это не круто, или вот это круто. А ты можешь что-то скинуть, и в дальнейшем сам уже потом переоценить, что это было не очень, например. Или ты получишь фидбэк того, что это нужно как-то по-другому делать. И вот это все... Ну, вот этот процесс, он усложняется, замедляется, и ты очень много устаешь, ну, точнее, сильнее устаешь от этого всего, что тебе нужно постоянно как-то вот это контролировать. Вот, например, мимик, который мы делали для Нижнего Новгорода, для цеха, мы его сделали полностью удаленно. То есть у нас, не помню, что были прям вообще такие проекты, которые были вообще никак не... Ну, то есть не было никакого оффлайна прям совсем. То есть какой-то минимальный оффлайн у нас обычно был, по-моему, насколько я помню. Расскажите, пожалуйста, вот у вас есть проект Медиатреп, в котором вы втроем с Сашей Медведевым, и сейчас у вас появилось, уже есть первые проекты у другого направления. Расскажите о нем. Наверное, потому что пришло понимание, что жизнь довольно короткая, и хочется сделать все вообще. Да, больше проектов, Богу проектов, все правильно, да. Наверное, это какое-то эго, то, что есть много идей, и хочется их развивать, ну, и хочется их все попробовать. Но мне кажется, что когда вот, у тебя есть коллектив, у которого уже есть своя определенная стилистика, и вот если я, например, приду в Tribe, скажу, что вот у меня есть такая идея, я хочу ее именно так реализовать, Саша, давай запрограммируем такую анимацию и сделаем такой звук, это уже будет не коллаборация, это уже будет мое видение, просто реализованное как командой Tribe. И я очень уважаю именно эту магию коллаборации и хочу ее вот оставить, чтобы она была такой. И вот эти все свои другие идеи мы просто реализуем в других проектах. То есть у нас есть также, у меня есть свой проект Саша Коджо, где я делаю больше видеоарт инсталляции, работаю с LED-экранами и проекторами, в то время как Tribe — это больше про световые приборы и лазеры. Вы говорили, что у вас есть коммерческие проекты и есть творческие. И притом коммерческие проекты мы не видим. Ну, то есть их видит кто-то, да, для кого вы делаете клиент, но вы их не выставляете в портфолио, они вообще где-то у вас хранятся. Да, у нас с Алисой на самом деле очень долго уже идет вот эта дилемма. Алиса хочет создать студию, то есть какое-то название, аккаунт, сайт, куда публиковать эти проекты. А я против этого. Потому что, как мне кажется, что лучше делать, ну, моя точка зрения, то, что лучше делать просто искусство, и то, что тебе нравится, искренне, то, что 100% твое, и постить это просто в интернет, укладывать в публичное поле. И люди будут просто это, те, кому это резонирует, у тебя будут заказывать что-то. Ну, то есть в итоге это и станет коммерческой Да. работой, когда уже будут заказывать те же бренды непосредственно вашу работу, так как она есть, а не под их бриф. Да, это просто путь. Да, Очень долгий путь. Или не обязательно бренды, просто кто-то хочет себе вечеринку устроить и сделать инсталляцию. Часто бывает то, что на таких проектах все идет не так, как ты планировал, и как ты это выложишь себе, если это не искренне то, что ты хотел сделать. Да, тут важна цель, которую ты хочешь пройти. Мы хотим быть именно художниками, которые делают классные творческие проекты, и прийти к тому, чтобы только на них жить, зарабатывать и творить. Вообще, если так смотреть широко на твою деятельность, кроме Медиатреп, чем ты еще занимаешься? У меня есть еще вот свой перформанс, про который я говорил, который вот я презентовал на инверсии. И сам еще пишу музыку для себя. У тебя в Инстаграме написан такой интересный тезис, что никаких записей альбомов, только перформансы. Расскажи немного про эту позицию. Сейчас вообще, наверное, с музыкой, индустрией музыки очень такая сложная тема, что
альбомы вроде как отмирают потихонечку даже. И нейросети уже на пятки наступают артистам. И все артисты, которые сейчас получают какие-то прослушивания, популярности, если это не топ там какой-то артистов, ну, не берем там, наверное, ну, самых популярных, то есть там Дуа Липа, Канье Уэст и всех остальных, то это где-то меньше 5% от всех прослушиваний на Spotify, например, или там на стримингах. Остальные артисты, я имею в виду. И смотря на опыт других художников, что я уверен, что у них не такие высокие прослушивания тоже. И как будто бы непонятно, для чего это делать. Я для себя пытаюсь вот найти причину записи альбома, но пока не нахожу. Сколько прослушиваний для тебя хороший результат? Да, хоть одно прослушивание, но это надо много сил вложить, понимаешь? И есть еще такой момент, что, может быть, и не нужно делать альбом, потому что есть же еще визуальная составляющая. И как будто бы, если я не вычту из этого визуальную составляющую, выложу как отдельно на площадке, на Spotify, на Apple Music, то, возможно, магия потеряется, и как раз-таки я получу какого-то, не знаю, фидбэка положительного. То есть, получается, очень важен контекст, атмосфера именно здесь, сейчас. Ну, я бы, наверное, не стал такую музыку слушать в наушниках точно. Но я думаю, на все есть свой любитель, то есть гурман какой-нибудь найдется для этого прослушивания, но она не всегда дружелюбная, во-первых. И в целом я понимаю, что если ты не поешь, это уже у тебя очень узкий круг слушателей. Это уже очень сильно сужает. А если у тебя еще какая-то экспериментальная электроника с отсутствующим каким-то четким ритмом и такая она вся плавающая, перетекающая, то быстрое, то медленное, то человеку, наверное, не особо-то много причин это все слушать. Какие у вас еще были первые проекты, которые, может быть, сейчас уже смешно вспоминать? У нас была инсталляция проекции. Мне кажется, она была классная, когда это была тоже одна из первых работ, когда мы экспериментировали с Kinect, у нас есть где-то видео. Может быть, мы им поделимся, может быть, нет. Нужно пересмотреть, стыдно ли нам за него. Да, нормальная инсталляция была. Да. Там человек вставал напротив Kinect, и его лицо деформировалось такой генеративной графикой. Да не так все на самом деле было. Художественная сторона входит в чат. Там за Kinect'ом была огромная проекция человека, и проекция была в плоскости. Когда человек подходит к Kinect'у, его изображение выдавливалось из плоскости. И это была первая работа, в которой мы работали со временем. И то есть, когда человек видит то, что он выдавливается из плоскости, для него срабатывает эффект зеркала. Но мы сделали так, что человек двигался по-другому на проекции. И у тебя такое ощущение получалось, происходило впечатление, что это то что-то не ты в зеркале. Или как будто это... Третья планета. Да. Цветочек. Вот, и это была прикольная инсталляция. Потом вообще все это изображение размывалось и превращалось в генеративную графику. И когда человек уходил, она снова превращалась в плоскость. Вот ты так говоришь, что это стыдная инсталляция. К нам на протяжении 3 лет часто приходили на нее запросы, и мы такие, ну нет, ну почему, у нас же есть получше инсталляции. А как вы попали на экран Нью-Йорк? Это тоже была ведь одна из каких-то ваших ранних работ. Да, это Алисина заслуга. Спасибо. Типичная, безумно на самом деле история. Это был 2020 год. Тогда начиналась пандемия, и я просто сидела, изучала open call и вообще все, что существует. Это было open call. Мы просто в последний день подали то, что у нас было, наработки. У Саши была работа с генеративной графикой, которая все еще актуальна и популярна. Мы ее выставляли месяц назад, последний раз. И мы ее просто положили, нас выбрали, и она на протяжении 3 недель показывалась на одном из экране Times Square. Мы недавно догуляли до него. Было очень приятно. Часто вообще участвовали в open call'ах? Как часто вы пишете в целом сами всем фестивалям, open call'ам, площадкам и так далее?
В начале мы очень часто отправляли заявки, и нам не отвечали. Мне кажется, где-то был год, примерно такой период, когда мы в самом начале, когда мы отправляли заявки, нам либо отвечали, что классно, потом, потом напишем, либо вообще не отвечали, и потом, видимо, это начало приносить какие-то все же результаты, что нас начали уже просто звать куда-то. Мы все еще периодически участвуем в open-call'ах, в европейских фестивалях, но чаще нам уже сами просто пишут, и мы практически не участвуем. А есть вообще какая-то разница между вот этими неотвечающими, если процентом, то, что это больше русские площадки, фестивали, или же, например, то, что примерно одинаково, что европейские, что русские не отвечали? К сожалению, в России часто бывает, что вот мы пишем, и просто в ответ тишина, и из-за этого непонятно вообще, может быть, письмо в спам попало, может быть, еще что-то. А европейские фестивали часто не пишут какие-то письма, что, к сожалению, ваша работа не прошла. У меня был один раз, когда причем относительно недавно, там полгода назад, может быть, когда я отправляла запросы на один европейский фестиваль, я отправляла работу Саши, Трайба и лекции, мне пришло 5 отказов. И, то есть на первый отказ такая, ну ладно, нормально, а потом я вижу 5 сообщений, такая, ну, немножко больно. Вот, так что бывают разные. Вообще легко воспринимаются отказы какие-то? Ну, я тяжело воспринимаю, но в дальнейшем, типа, потихонечку я уже начинаю это воспринимать более лояльно. А в начале, наверное, в начале было больше отказов, чем В начале, сейчас? конечно, больше отказов, пока у тебя нет фестивалей как кейсов, где ты, чтобы доказать, что ты шаришь, что ты можешь это сделать, что ты вот просто скидываешь на фестивале вот такая инсталляция, там куча техники, куча оборудования, там типа все настроено, серверы и прочая история. И, конечно, понимаю, что у организаторов определенно есть вопросы, а человек вообще потянет вот это все сделать, и как бы это все еще денег стоит, и это огромный риск на самом деле. Ты сам, когда начинал, это сразу были какие-то фестивали, или же это было что-то более подпольное? Да нет, сначала я вообще начинал с VJing за респект, потом уже какие-то появлялись коммерческие истории, потом как раз через каких-то знакомых других ребят из мультимедиа я начинал работать с какими-то артистами, с более крупными, как VJ, как световой художник. И в итоге какой-то момент ты начинаешь показывать какой-то результат, что люди понимают, что ты что-то умеешь, что ты делаешь качественно, они тебя зовут еще, и ты в дальнейшем повышаешь свою планку в любом случае. То есть такое своеобразное сарафанное радио, которое Сарафанное радио решает, на самом деле, в этом плане, да, потому что очень мало специалистов, которых можно откуда-то выцепить там с HeadHunter, мне кажется, это невозможно. Если ты вобьешь там, типа, нужен VJ на мероприятии, знание резолюма, это дизайнер обязательно, и сомневаюсь, что кто-то тебе что-то ответит. Какими вообще проектами за последнее время вы больше всего гордитесь? Мы сделали выставку в прошлом году. Да, у вас была первая персональная выставка, и она была достаточно большая и такая мощная. Там было 3 инсталляции Медиатрайба, 1 инсталляция Саши. Мы сделали специальный вход с депривационным коридором. Это было полностью черное пространство, где-то длина метров была 15, и посередине стоял поручень, чтобы люди могли как-то идти на свет в темноте. И мы это спроектировали для того, чтобы люди могли как-то перезагрузиться и не просто вот с улицы прийти и сразу же пойти смотреть инсталляцию, а чтобы они как-то вынырнули из привычного мира и вошли в какой-то новый. И также они завершили свой цикл после просмотра и уже как бы тоже привыкли к тому, что все, вот мы выходим в мир после инсталляции увиденных. Что вообще было самым большим вызовом в подготовке первой персональной вашей выставки? Выбрать инсталляции и поместить все в одном пространстве. Потому что мы, когда стали располагать разные инсталляции Трайба в одном пространстве, мы поняли, что для зрителей это будет полный перегруз.
слишком много эмоций, мы не дадим ему отдохнуть, и в конце просто, что мы сделаем, это мы просто истощим эмоциональный ресурс зрителя, и он уйдет просто уставший, ему нужно будет несколько дней восстанавливаться. И на самом деле все решилось, когда мы решили сделать хаб-зону посередине, из которой были двери в каждую инсталляцию. И в этой хаб-зоне была моя очень медитативная работа, и таким образом у каждого зрителя был свой путь на выставке. То есть они могли посмотреть инсталляцию, вернуться, посмотреть другую, и потом снова еще посмотреть первую инсталляцию. Это очень важно, потому что все работы на выставке, они были между собой связаны. Мы их так выбрали таким образом, то, что они раскрывают разные стороны нашей практики. И то есть и после того, как посмотрели одну работу, другая уже по-другому раскрывается. Так что вот для меня, наверное, это была самая большая сложность, но в то же время самое большое достижение. У нас получилось передать тот опыт, который мы хотели передать. Потому что очень часто в медиа, даже не в медиа, в искусстве очень много завязано на какой-то объясниловке, что вот тебе нужно чувствовать так, вот когда ты приходишь сюда, обрати внимание на это, если ты на это внимание не обратил, ты все, потерялся, ничего не почувствовал, ничего не понял. И у нас очень много упора на какие-то эмоции, на какой-то опыт такой, первичный, то есть без контекста. У нас даже выставка называлась «Нансемантик», что мы максимально стараемся не объяснять, что происходит. А сложно, кстати, было над выставкой персонально работать? Тяжело, да. Это такой опыт тоже, сразу 3 инсталляции и в одном помещении. В целом у нас, конечно, все в одной эстетике, но очень нужно находиться не то, что даже в какой-то... То есть мы не могли сделать одну инсталляцию тише, например, потому что если бы мы сделали одну инсталляцию тише или какую-то такую эмбиентную, размазанную, то есть она бы потерялась в общем шуме, например. Вот это был такой сложный моментик. А там еще была представлена инсталляция, которая, мне кажется, такая достаточно выделяющаяся из ваших работ со светофорами. Можете рассказать про вообще эту работу, как светофоры появились в ваших инструментах? Мы жили долгое время на Бали и приехали в Питер. И мы каким-то образом оказались ночью в такси на окраине Питера, а это довольно мрачные районы с такой интенсивной застройкой и с огромными просто перекрестками. И мы попали в такой момент, то, что идет дождь, небольшая туманность, и мы стоим на перекрестке, на котором просто миллион светофоров, и они все показывают красный. И в этот момент у меня просто что-то щелкнуло в голове. А на Бали просто почти нет светофоров. Там есть одна трасса, но в целом мы их не видим. Да, и я просто по инерции достал телефон, вбил в Google «купить светофоры», и оказывается, это можно. И есть светофоры, которые управляются 12 вольт, то есть их можно завести на обычный контроллер светодиодной ленты. Я такой: Алиса, у меня есть гениальная идея. В целом всегда так все и работает. Да, и мы ее реализовали через 2 месяца на Нуре удаленно. Через месяц. У нас ситуация была то, что мы изначально подали одну инсталляцию, и ее согласовали, все, там уже начинается продакшн, и площадка отменилась, и нам нужно было, и мы как раз искали новую площадку, и мы пытались поместить ту инсталляцию на новую площадку, но все уже, оно уже не работает. И вот в чате идет процесс, то, что оно уже не работает, и я пишу: Рашид, у меня есть отличная идея инсталляции с светофорами. И вот эта классическая кураторская ответка, что идея хорошая, давай предыдущую инсталляцию сделаем. И в течение недели я помню, что я закидывал постоянно эту идею со светофорами, и в один момент просто все приняли эту идею и начали над ней работать. И я понял, что я пропустил момент, когда инсталляция светофорами стала нормой, когда что-то безумное стало просто тем, чем уже все занимаются, начинается продакшн. Да, но это в один момент это было очень страшно, потому что нельзя просто прийти в магазин, купить светофоры, их производят на заказ.
И там был такой момент, что успеваем ли мы произвести светофоры. Вот, но все получилось. К счастью. Да, на самом деле вот был вопрос, какой самый значимый проект за последнее время. Я бы сказал, то, что именно инсталляция с светофорами. Потому что если еще откатывать время, там, 22 год, мы тогда сделали инсталляцию Presence на Intervals огромную, и она просто невероятный успех имела в мире. Да, с ней к нам очень много запросов приходит, и мы сейчас очень много обсуждаем экспозиций, именно ее по всему миру. И потом, буквально там через 2 недели, мы сделали инсталляцию Encaged, где 2 лазера заперты в клетке. И вот для меня, мне кажется, для Лисы Presence как раз самое апогей этого творчества, потому что я помню, когда мы сделали эту инсталляцию первый раз, Алиса такая: почему такие маленькие столбы? Нужно просто сделать большими. Да, у нас были 2-метровые 360 тубы. Да, которые мы сами спаяли. Вот. А для меня Encaged — это та инсталляция, в которой мне удалось побаловать свое эго и сделать просто самый сложный мэппинг лазеров, который вообще возможен. То есть ничего подобного, если честно, я еще не видел. И я очень рад, что у меня было там несколько дней просто посидеть и с собранной инсталляцией потестить разный мэппинг, и создать алгоритм, который будет просто так аккуратно облизывать лучами лазера эти клетки. Вот. И для меня это до сих пор, мне кажется, самая сложная инсталляция, которая вообще из реализованных. И вот когда мы подряд делаем одну просто супермасштабную работу, которая всем нравится, потом вот реализуем Encaged, а что дальше-то делать? И когда мы сделали инсталляцию с светофорами, я очень боялся то, что вот наши там фанаты, они такие, типа: ребята, а что это такое, почему светофоры? А мы, наоборот, получили очень позитивные отклики. Я понял то, что я расслабился внутри. Потому что нам не обязательно каждый раз повышать планку. Мы можем ее просто втаптывать вниз, и с другой стороны этого спектра. То есть мы можем делать инсталляции светофоров, мы можем делать все, что угодно. И это меня расслабило и дало гораздо больше свободы мыслей. А для тебя, если так вспоминать всю вашу историю, какой самый сложный проект был? В плане реализации, наверное, тот, который со светофорами был. Там было очень много моментов, которые пошли не по плану, и как будто бы просто все было запущено в последний момент. То есть реально там пара минут оставалось, и уже просто там какие-то финальные правки, и все, и запускается. Но в то же время это такая достаточно яркая инсталляция в вашем портфолио. Да. И вообще, если опять же смотреть на всю историю, то какой проект самый, которым вот ты гордишься? Но мой самый любимый — это Presence все еще. Потому что он, наверное, самый необычный в плане опыта. То есть там и панорамный звук, и панорамный контент. И он создает такое ощущение какого-то, не знаю, какой-то сущности. У нас все, кстати, инсталляции создают ощущение какой-то сущности такой, энергетической какой-то, не очень понятной. И вот у меня знакомая приезжала на интервалы тогда, она говорила, что у нее было ощущение, что вот кто-то над ней наблюдает сверху, вот когда это все двигается, что какая-то просто, что она в каком-то водовороте каких-то событий находится. А еще у вас параллельно с выставкой в цехе практически был проект в Испании. Это был очень интересный опыт, потому что мы представляли там Crosses, это наша кастомная инсталляция, которую придумал Саша в какой-то прекрасный солнечный день. Он приходит, такой: я придумал инсталляцию, у нас будут кресты. Красные кресты. Красные кресты. И у нас было очень много интересных историй, потому что эта инсталляция включает в себя 64 лазера. Которые на каком-то ноунейм заводе в Китае изготовлены. Там очень много пайки ручной, это пластик, который тоже довольно такой, с ним нужно очень аккуратно обращаться. И мы эту инсталляцию параллельно к подготовке выставки перевозили из России, из Петербурга в Барселону.
С учетом ситуации это не самая легкая задача. Да, сейчас задачка со звездочкой. Да. На следующий день после открытия выставки мне звонила куратор и говорила, что нашу инсталляцию потеряли на складе одну из 3 коробок. И ее в итоге нашли, все замонтировали, но и все получилось классно, кроме того, что сломали один крест. Но это тоже решилось. Но это был наш первый европейский фестиваль. Я очень рада. И удаленно это тоже не так просто, на самом деле, как кажется. Иногда просто, может быть, кто-то подумает, что проще, наоборот, удаленно реализовывать проекты, потому что сидишь там где-то с ноутбуком, решаешь вопросики. Нет, на самом деле это стресс и для художников, и на самом деле для организаторов тоже. Теперь мы в Нижнем Новгороде после Стамбула. Ты еще была в Петербурге вместе с Алисой. Расскажи, пожалуйста, как у тебя впечатление после приезда в этот город? Впечатление просто прекрасное, потому что в Питере перед нашим отъездом была ужасная погода, дождь, слякоть, снег. Типичный Питер. Да, серости. Мне кажется, что у меня динамический спектр света, который я воспринимаю, сузился до этого, до нескольких оттенков серого. И когда, конечно, мы приехали в Нижний, все это буйство красок произвело на меня невероятный эффект. И мне еще меня очень впечатлило, как нас встретила ты, команда Intervals, Dream Laser. Было очень приятно. Ты говорил, что если инсталляции можно делать удаленно, ну, в плане, что Медиатрайб живет в одном месте, вы с Алисой, да, и Саша Медведев в другом, то с перформансом это невозможно. И вот вы сейчас в Санкт-Петербурге готовили перформанс. Как вообще проходил режим подготовки инсталляции и перформанса в Санкт-Петербурге? Сейчас это был очень трансформативный опыт, потому что для меня вообще процесс работы над инсталляцией — это что-то такое сакральное, и это такой путь воина, через который ты проходишь и находишь в себе что-то новое, открываешь новые грани и что-то понимаешь. И сейчас было очень, на самом деле, сложно работать одновременно над 2 проектами в разных совершенно стилистиках. Но мне кажется, что мы через это прошли и стали сильнее, потому что я для себя разграничил эстетику, которую мы делаем в Трайбе, и эстетику вот этой инсталляции. И это хоть можно будет заметить одинаковые подходы, но это будут совершенно разные инсталляции, разные по звучанию и разные по визуалу, динамике и нарративу. И для меня это было очень важно, что они получились разные, и в то же время очень важно гордиться, что я горжусь тем, что получается. Раздвоение личности не заработал пока. У тебя как устроился режим? То есть утром я делаю медитативную инсталляцию в Березках, вечером еду зажигать Сашу Медведева. Нет, это были просто разные дни. У меня там по четным дням недели одно, по нечетным другое. Воскресенье выходной. Но получилось совмещать, да? Да, получилось совместить. Раздвоение личности не заработало. Возможно, оно просто всегда было. Часто вообще такое бывает, что вот на место приезжаете, начинается вообще переработка концепции? Мне кажется, что это первый раз такое произошло. До этого я старался делать работы, которые универсальные. То есть они притягивают все внимание на себя и полностью контролируют эмоции и состояние зрителя. В этот раз хочется отпустить все эти ручки, перестать манипулировать состоянием и как бы дать зрителю просто почувствовать что-то новое, что-то свое, какое-то путешествие. Расскажи, пожалуйста, ты в этом году на Intervals выступаешь уже не только в роли продюсера Медиатрайб, но и как художник. Насколько для тебя это разный опыт и вообще отличается ли он от обычной работы с Медиатрайб? Он немножко иной, потому что в Медиатрайбе больше творчества за Сашей и другим Сашей, а тут я больше включена в процесс. Я
очень много предлагаю каких-то идей, меняю, помогаю также со звуковой частью. И мне это нравится, для меня это такая новая ступень, которая выходит за рамки продюсирования и позволяет реализовывать свои творческие какие-то амбиции и желания. Это сложнее или интерес все перекрывает? Это по-другому. То есть, возможно, это сложнее, потому что я понимаю, какую ответственность испытывает художник, когда вот есть какая-то идея, ее нужно реализовать всеми доступными инструментами так же, как она в голове. Ну, хочется максимально, потому что до этого я делала какие-то более практичные вещи, и из-за того, что у меня в этом много опыта, мне уже это легко в какой-то степени, и тут для меня это расширение горизонтов. Пока что непривычно, но мне нравится. У тебя есть какой-то такой кодекс продюсера, куда ты не должна залезать? Ну, то есть граница, вот, то, что нет, здесь ответственность парней, а здесь моя. Да, конечно. То есть я могу в Трайбе как продюсер предложить поменять какие-то части, адаптировать их, что-то убрать, предложить какую-то идею, но всегда решение за Сашами. Потому что они в этом проекте как художники, у них есть свое видение, которое для меня немножко интенсивное, немножко темное. Мне хочется какой-то больше мягкости. И вот как раз в проекте Саши мы нашли какой-то такой баланс в этом плане. Трайб, он для меня очень грубый, интенсивный. Мне нравится смотреть на это как на зрителя, но быть включенным в творческий процесс мне было бы очень сложно. Поэтому весь креатив всегда за ними. И я так наблюдатель и немножко, может быть, ментор, как бы с позиции какой-то обратной связи как зрителя. Есть вообще какой-то топ качеств, которыми должен обладать продюсер в медиа-арт-сфере? Умение находить вообще нестандартные решения в короткие сроки, мне кажется, это самая база и основа основ, потому что всегда есть какие-то нестандартные задачи, всегда очень часто что-то в последний момент идет не так, и нужно придумать какие-то пути решения, чтобы в итоге и артистам было комфортно, и зритель, и клиент этого не заметил. Часто приходится поддерживать артистов. Ну вот, не знаю, например, у них случился кризис. Психологическая поддержка — это основа. Да, конечно, потому что всегда бывают сомнения, бывают моменты неуверенности в себе, бывают отчаяние и апатия, потому что когда художник включен очень долго в процесс, может замылиться глаз, может появиться какое-то ощущение, что нужно ли вообще это делать. И продюсер в том числе это такая психологическая поддержка, заметить, что, например, художник скатывается в какой-то такой перегруз, и вовремя вытащить оттуда, чтобы не было выгорания. Давай поговорим про участие в «Интервалс» в последнем. Ты только что с него приехал. Какое вообще у тебя ощущение? Прошла ровно неделя с фестиваля. Ну, я поражен масштабом, конечно. Я в шоке немножко, как это все организовано. А чисто морально вот отходники после участия? Ну, я приехал и последний день, ну, один день, наверное, просто лежал на диване, да, и смотрел в потолок в основном, и какой-то слушал Dark Ambient, и мне не хотелось вообще не смотреть ни сериалы, ни читать книжку, мне хотелось максимально просто депривироваться от какого-то опыта. То есть, мне кажется, моя вот система восприятия очень сильно подустала. Расскажи, как вы готовили лайв, с которым выступали? После интервалов позапрошлых. Мы уехали на Бали все вместе, и там вот уже потихонечку начали какие-то первые шаги делать. У нас было 2 попытки в AV Live до этого. Это был Тест FM и один фестиваль в клубе питерском. Но результатом мы не то чтобы были довольны, потому что это скорее была такая история, это были мои электронно-танцевальные треки с визуалом от Саши. И это вот как-то вот типа вот смешано, перемешано, и все, и как бы держите. И не вызывало нужного эффекта как будто бы. И потом уже было понятно, что и звук нужно делать под визуальную составляющую, чтобы она работала. Потому что очень часто это такая нерабочая история, потому что есть как бы есть музыкант, есть художник. Вот. Все, весь акцент на музыканте в основном, а художник, ну, как бы там его обслуживает в этом плане. И мы поняли, что нужно как-то именно, типа, чтобы это все работало вместе делать.
И это довольно сложно было нащупать. Если такое, что инсталляцию легче сделать удаленно, а вот перформанс сложнее. Ну, перформанс, конечно, сложнее. Перформанс, в принципе, сложнее делать, чем инсталляцию. И больше контента, и больше, что может пойти не так. И в Как целом, мы знаем. да, очень много работы в плане контента, производства. И, ну, я подозревал это, но я не думал, что это так сложно. Ну, у вас случился такой вот долгожданный лайв, но у него была непростая судьба на фестивале. Расскажи, что произошло. На самом деле у меня как в тумане все. Я понял, что я сначала не очень понимал, что происходит, потому что в какой-то момент картинка посыпалась, и я сначала подумал, что техника, ну, типа наши там компы подвели или что-то случилось. Я попросил Сашу остановиться. То есть сначала я думал, что как себя вести, типа делать вид, что ничего не происходит. Мне кажется, было бы уже нелепо. Потому что все уже понимали, мне кажется, что что-то пошло не так. Потом оказалось, что у Саши там 60 FPS, как и должно быть, и картинка не сыпется. Потом ребята пытались там с технической стороны что-то решить. Я так и не понял, на самом деле, что там произошло. Но прошло минут 40 или почти час, ничего не получилось, и в итоге пришлось отменить перформанс через 10 минут. Да. Перед полным залом зрителей. Перед полным залом, огромным количеством людей, да. Это было очень волнительно. Что ты понял в тот момент? Таких два вопроса. Что ты понял про вас, наверное, в тот момент, и про вашу аудиторию? Мне кажется, нас это очень сильно сплотило, что мы как бы можем вот эти все моменты пережить, ну, как-то справиться с ними. Что это ничего супер такого катастрофического не происходит, что мы все-таки можем какие-то выруливать даже из таких сложных ситуаций. По аудитории вообще я просто в шоке был от того, какая была лояльность к нам, то, что люди там не уходили по 40 минут, я не помню, сколько там было. Но, по моим ощущениям, конечно, часа 3 все длилось, но... Нет, на самом деле, мне кажется, 20 минут там вообще сложности 20 все. минут, да. Но все равно 20 минут того, что мы не можем запуститься. Я, правда, видел, что пара человек, конечно, ушло, но большинство людей оставались, сидели до конца. И учитывая, что времени там было уже час ночи. Ну да, это уже третий перформанс, просто, возможно, кто-то уходил, потому что уже в целом физически да, я устал. всех понимаю прекрасно, что если человек уходит, может быть, у него просто есть свои другие дела и время, там, может, на работу завтра. Ну, то есть довольно поздно уже было. То есть люди ждали до последнего, пока не будет сказано, что извините, так выходит, что мы не можем продолжать. Ну и потом у вас еще была дикая поддержка в комментариях. Офигительная просто. Я, когда это все читал, я, не знаю, прослезился на самом деле. Потому что, не то чтобы я не ожидал, что у нас такая публика лояльная, но в целом было приятно это осознавать. В итоге вы выступали в сетапе инсталляции «Силы света». Да, это было офигенно. Да, и не только вы, но и многие отметили, что это был идеальный сетап для вашего перформанса. Это вообще какая-то магия. Мы встретились с Ахмедом, я не помню, как фамилия его. Ахмед Саид Каплан. Да, вот. В аэропорту, уже улетая, и он сказал что-то типа, то, возможно, это была судьба, то, что перформанс был перенесен с большой вот этой площадки на поменьше, но более подходящим сетапом, потому что некоторые моменты, как будто бы они были сделаны так, как будто бы мы знали о том, что мы будем работать в этом сетапе. В итоге вы довольны тем, что, несмотря на казус, который произошел на запланированном перформансе? Я супер доволен, как мы сделали. Мы были, конечно, немножко такие подуставшие, может быть, могли где-то там, не знаю, добавить немножко энергетики, но я думаю, мы сделали все, что мы могли, и результат довольно-таки хороший. Как мы еще обсуждали, внутри команды теперь есть фото и видео с 2 площадок. Да, теперь у нас X2 площадок сразу. Как у вас строится система архивирования, документирования и накопления идей? По факту у нас есть просто несколько файлов, которые мы собираем как инструкторы для каждого входящего запроса. Например, пишет вам какой-то куратор, спрашивает: ребята, что у вас есть для нас? Вы предлагаете ему несколько ссылочек, в которых есть визуал, описание концепции и краткий райдер. Да. И вы стараетесь так систематизировать все проекты. На самом деле все не так радужно, как Алиса говорит. Все всегда, это реально каждый раз такой процесс. Так, нужно собрать презентацию. У нас
то, что я собираю, то, что Алиса собирает, это все время какие-то разные файлы. Алиса работает в Notion, я работаю в Google Docs. Лично у меня есть просто огромный Google Doc со всеми инсталляциями, которые вообще есть. И по такой-то конкретный проект я просто его копирую и убираю лишнее. Вот. Ну, и мы сразу же, когда мы предлагаем инсталляции, мы не скидываем техрайдеры, ну, чтобы не получилось так, то, что с этим техрайдером просто придут к каким-то другой студии и говорят, что вот, сделайте то же самое. А такое бывало вообще, что... Вот у нас инсталляция Presence, мы ее несколько воплощений, ее уже видели в разных частях мира. Как вы на это реагируете? Пишите комментарии, как График Надол иногда там комментирует, скиньте свои референсы. Я к этому абсолютно нормально отношусь, потому что все-таки я считаю, что в аудиовизуальном искусстве как бы не сетап же главное, и даже не главный код, который ты написал, а то, как ты с ним поступил и что ты хотел сказать. Ну, то есть, условно, в одинаковом примерно сетапе, исполненном разными художниками, будет у всех разный опыт. Конечно. И это, кстати, интересная тоже такая мысль для художников, которые часто боятся выкладывать свои идеи. То есть бывают, я часто сталкиваюсь просто, когда начинающие художники, которым еще особо нечего выкладывать как портфолио, но они боятся выкладывать свои идеи, потому что говорят, что у нас их украдут. Но по факту идею сложно украсть. Можно украсть сетап, но никто за вас не воплотит вашу идею. У нас есть два выложенных концепта уже несколько лет: Escapes и Superposition. И мы пока еще не видели, чтобы их воплотили. Но мы и сами их не можем воплотить все еще. Поэтому... Так, и мне кажется, что если искренне подходить к этому вопросу, ну, допустим, ты тот человек, который хочет скопировать этот сетап. Медиаискусство — это, очень дорого, очень тяжело и очень много ресурсов занимает. Действительно ли ты хочешь потратить такой большой, довольно весомый участок своей жизни, чтобы воплотить чужую идею, а не свою? В этом нам очень помогло еще то, что мы до этого уже начали делать. У нас были деньги с дизайна, которые мы зарабатывали. У нас были уже первые какие-то коммерческие проекты с Kinect и с контентом. И мы просто с каждого проекта откладывали себе деньги на создание творческих инсталляций. И это позволяло нам экспериментировать. Мне кажется, это лучшее, что может сделать вообще каждый начинающий медиахудожник, постоянно инвестировать в свои какие-то эксперименты. В железки. Железки, инструменты, вообще все что угодно. Леруа Мерлен — лучший магазин. Вот это вот вся история. Потому что какие-то новые формы, новые инструменты, новое вдохновение в том числе рождается из этого. То есть инструкции нет, ее нужно каждый раз придумывать заново, искать в самых неожиданных местах. Да. Какой бы совет ты мог дать начинающим? Нужно понимать, что ты делаешь и для кого ты делаешь. То есть вот это все не проканает, мне кажется, в медиа-среде, что я художник, я так чувствую до конца, потому что есть очень много вопросов, связанных с пониманием, как техника работает, как она будет взаимодействовать, и то, что ты можешь там как-то себе в голове придумать, в реальности может сильно отличаться от того, что получится. Поэтому нужен опыт, нужно техническое какие-то понимания, что вообще... Я вот в шутку часто называю это, что медиа-арт — это новый ренессанс. Не знаю, насколько это оправдано, насколько это звучит с точки зрения истории искусств правильно, но что есть большой порог хождения в эту сферу. Самый важный момент — это снимайте свои проекты. Максимально качественно, насколько вы можете. Все, что вы можете сделать, насколько качественно вы можете сделать, снимайте. Я знаю то, что вы в коллективе как раз над этим заморачиваетесь и поняли то, что иногда даже проще самим это все делать. Да, мы сначала работали с видеографом. Первые проекты мы снимали и понимали уже потом в дальнейшем, что видеографы работают немножко в другой сфере. Рука у них набита немножко не на те вещи, на которые нужно акцентировать внимание, что они как-то больше в такой около репортажной. Девушек снимают. Да, в целом, не знаю, коммерция, да, определенная. И что есть какие-то акценты немножко, смещены.
То есть и работа в темноте такая серьезная, то есть они не понимают, как снимать в темноте до конца, и мы уже потом сами самостоятельно там рыскали в интернете, какая камера лучше снимает в темноте, как снимать так, чтобы не стробило, и там и прочее, и прочее, и прочее. Ну и плюс этот опыт, наверное, помогает в том числе ставить ТЗ тем же операторам, если у вас удаленный проект, Конечно, например. Ну и изучение вот этой всей темы с визуалом, каким-то камерой. Я очень много начал смотреть всяких видео, эссе по теме там, кинематографа и прочего, и из этого уже подчерпывал какие-то То есть моменты. в этой сфере тоже важна насмотренность, чтобы... Да, мне кажется, она вся плюс-минус переплетена. То есть кино — это же тоже какой-то мультимедиа. В каком-то смысле там есть какие-то определенные саунд-дизайны, какие-то монтажи, какие-то эффекты и прочее. Если даже там брать вот Оппенгеймер, который последний вот фильм, который Оскар получил, там же очень много каких-то таких вставок, артовых каких-то специфических эффектов, которые даже, ну, если вырезать просто, вот ее нарезать, это какой-то арт для фестиваля в целом. То есть и он как-то работает на какое-то восприятие человеческое, и это все тоже можно подчерпывать. И, наверное, вот как раз кино очень сильно вдохновляет. Что еще, может быть, вдохновляет из таких нетипичных сфер? Видеоигры, геймдизайн. Ну, именно то, что я не то чтобы большой фанат игр, не то чтобы я много играю, но мне очень интересно, как они работают. Я поэтому некоторые игры вообще прошел специально, чтобы понять, как они функционируют и какой они опыт передают. Я вот прошел Death Stranding. Это вот японский геймдизайнер, которого все считают таким немножко шизиком. И я могу сказать, что это такой опыт вообще необычный. То есть это не то, чтобы какой-то прям продукт коммерческий, но вопреки всему он стал популярным, наверное, за счет своей вот этой какой-то атмосферы, необычности. И там очень много решений в плане каких-то технических механик и прочего. То есть очень много креатива. Там кат-сцены — это просто, ну, как тоже киношка. По сути И дела. психология тоже интересно, как вовлечь человека. Тебе нужно принимать выбор, и твои решения влияют на какой-то там какие-то процессы. То есть это очень иммерсивное медиа. То есть в целом я вот иногда поигрываю в игры, чтобы посмотреть, как они работают на восприятие, какой опыт передают. И у нас даже одна инсталляция вдохновлена вот как раз опытом из видеоигр, из механики. Какая? Presence. А есть игра, я в нее не играл, Hellblade. Там суть в том, что в нее нужно играть в наушниках, и в наушниках она помогает тебе играть. То есть там звук помогает тебе определять, с какой стороны находится опасность, например, или что-то такое. То есть там как-то эмулирована вот эта среда определенным образом, что ты в наушниках слышишь, что происходит с какой точки зрения. И я потом подумал, что прикольно было бы это реализовать в реальности. Ну, то есть из гейм-движка как-то реализовать это в жизни. Как это сделать? Это нужно поставить колонки, 8 колонок вокруг. И как-то это все распанорамировать определенным образом, чтобы подчеркнуть какую-то деятельность светом. И вот так вот и Presence появилась. А по поводу насмотренности, насколько это вообще важно для художников, или, может быть, это иногда, наоборот, мешает, когда уже перебор? Мне кажется, что очень важно смотреть как можно больше качественного искусства, причем в разных сферах. То есть мы любим как архитектуру, так и световое искусство, например. Наверное, очень сильное впечатление произвел Сан-музеум. Там есть работы Джеймса Торелла, и, в принципе, сам музей спроектирован Тадao Андо. Это японский архитектор, очень минималистичный, мне очень нравится. И Джеймс Торелл работает со светом, но в каком-то своем вообще сумасшедшем понимании. И сейчас он строит музей в вулкане. Это тоже такое. Как это вообще можно придумать? И вот такие моменты, такие жемчужины, которые мы находим из совершенно разных источников, они оставляют отпечаток и позволяют в будущем создавать какие-то свои интересные работы. Есть такое, то, что один кейс, увиденный в реальной жизни, стоит 100 увиденных в интернете? Ну да. То есть нужно в любом случае быть на месте и смотреть своими глазами. Ну, Да. некоторые инсталляции точно. Например, Аниш Капур. Мы
были в Бельгии в пространстве Акселя Вервурта, канал, и там есть отдельное здание, в котором находится инсталляция Аниши Капура. И это комната, и перед входом в комнату на стене просто огромная экспликация, которая написана очень красивым языком и описывает его задумку. Прочитав эту работу, ты заходишь в комнату, и работа, она на тебя производит такое впечатление. То есть у меня дыхание перехватило. Есть видео, Алиса за мной заходила и снимала. Я там чуть ли не, я скорчился и чуть ли не упал от того, насколько просто объект статичный производит впечатление в нужном контексте, и когда ты видишь его вживую. Ты вообще относишь себя к людям, которые там постоянно скроллят ленту, чтобы узнать, что там еще новое вышло из софта или железа? У меня есть такая практика, я раз в 2-3 месяца выделяю себе время, чтобы разобраться, что происходит, и все изучить. Но я не рвусь сразу же, когда что-то вышло, сразу же это изучать и эксплуатировать новизну этой технологии. Потому что возможно, что через полгода выйдет новая технология в этой сфере, которая полностью заменит то, что сейчас используется. И если ты сделаешь работу, которая сделана на этой какой-то разработке, она становится еще более темпоральной. Как бы для меня вот эта вся темпоральность — это большое бремя и проблема медиаискусства. Я стараюсь этого избегать и использовать более какие-то монументальные технологии и инструменты. И иногда даже интересно идти наперекор развитию технологий. Например, в прошлом году, когда начался бум нейросетей, мы, наоборот, сделали инсталляцию на светофорах, то есть куда-то пошли дальше. То есть Не следовать трендам, да? Ну, не следовать трендам, следовать тому, что кому-то божьей искре. Ну, мы думали о нейросетях, мы думали даже немножко вплести в перформанс, но вот эти все эстетики, они как будто бы уже очень сильно, много ее стало. То есть очень много перформансов с этим морфингом, каких-то перетекающих картинок одно в другое, и тем более еще у Ильи Сифакета был перформанс на АИ, у ребят был перформанс на АИ, и мы решили, что вот пока что мы, наверное, отложим. Вообще, как ты думаешь, наше комьюнити, оно открытое? Да, мне кажется, это одно из самых открытых комьюнити вообще в медиа-арт. Ну, то есть для меня оно самое уютное пока из всех, которых я знаю. То есть музыкальное комьюнити очень токсичное, я могу сразу сказать. Там традиционное искусство то же самое. И вот медиа, он где-то вообще в отдельной немножко вселенной находится. Если ты там где-то вот в чатике по тачу, тач-дизайнер, флорист, где-то задашь вопрос, там сразу тебе помогут, объяснят, то есть никто не будет на тебя свысока смотреть. Да, может быть, такие внутренние ачивки, которые хочется достичь вот в карьере медиатрайб. Конечно, хотелось бы там какие-нибудь мутеки, сонары это все сделать, потому что это как будто бы такая база для художника, который... Послужной список. Да, что нужно как галочку. А в целом много других фестивалей, мне кажется, классных. Мне кажется, еще появится что-то в дальнейшем, какие-то интересные площадки. Может быть, с какой-то площадкой интересной поработать. Хотелось бы, может быть, поработать с каким-то, не знаю, мейнстримным или даже поп-артистом. Что-то сделать классное, необычное какое-то. Не то чтобы экспериментальное, более такое дерзкое, наверное. Хочется делать масштабные ленд-арт-инсталляции на условном лаве вулкана в пустыне. Еще где-нибудь. Да, хочется сделать то, что останется. Как бы оно не перестанет существовать после ивента, что-нибудь на постоянку. Случаются у тебя моменты, когда нужно побороться с синдромом самозванца? На самом деле они случаются, но они всегда проходят, потому что ты не можешь создать что-то внушительное, когда у тебя есть этот синдром, когда ты в чем-то сомневаешься. Когда ты представляешь работу, тебе нужно быть максимально в ней уверенным и гордиться тем, что ты сделал.
В этом мне очень помогает Алиса, как моя жена и продюсер. Когда видит, что у меня какие-то загоны случаются, сразу же мне психологически помогает. Она здесь стоит. Спасибо.